Цель Давай, моего давай, сеанса. ближе к делу. Расторгая контракты с антимиром, со всеми существами антимира, договора расторгая, убирая все мои решения прогибаться, все программы фашизма уничтожаю, все мои решения фашизма прогибаться и насилие я отменяю, освобождая все мои частицы души со всех пространств, со всех времен, поднимая в чистое пространство, очищаю. Так, аспект первый. Школьные годы. Скажу, что помню. Какой-то парень, с ним какие-то были терки, но такие, как ситуация была непонятная. То, что я помню, что я как-то его то ли за грудки взял, то ли пихнул его. Он такой легкий, небольшой, но как-то какая-то энергия во мне была. Я чувствую, как будто воздействие интерферентов в этот момент было. Надо было сильнее дать. Вот. После того случая, значит, или вечером у себя во дворе мы сидели, играли на гитаре, но он как бы меня не трогал, этот пацан. Я не знаю, что там за ситуация была, или я пихнул его неудачно. Короче, непонятно, хочу посмотреть. Этим же вечером сидели у себя во дворе, я играл на гитаре, и он там с кем-то подошел, вдвоем с кем-то. Там парень покрепче, они посмотрели, что я там играю, и ушли. Вот. Вот это всплыла ситуация. Хочу посмотреть, из-за чего там, что произошло. Потому что чувствую, что какое-то воздействие было. Мгм. Так, конкретно хочу разобраться с отношением с Сергеем, который угнетал очень сильно нашу семью. Так, угрозы в машине. Вывозил на речку на какие-то объяснения угрозы. Все Ой-ой-ой. его угрозы я отдаю ему. Обвинял в интимных моих отношениях с моей матерью, которых не было. Все Так он же обвинения этот, психопат. псих. Так, противный случай. Его сексуальное домогательство до меня. Вот Был один скотиняка. случай, был один случай. Изменяю, отказываясь, отдаю ему всю карму. Вот. Было, все, что было, отказываясь прогибаться под него. Мгм. Еще один случай с ним. Подложил женщину. Ездили на машине, он какую-то женщину, и, короче, секс в машине, типа, чтобы я этим занимался, типа, попробовал. Тоже это отменяю, отказываюсь. Все его воздействия приказываю ему забрать. Так, в общем, полностью, что касается его, все его воздействия, я хочу очистить себя, и мои программы, мои решения ему подчиняться, я убираю. И все зацепки, почему я прогибался под ним, я тоже исправляю и убираю. Вот. Ну, на сегодня все. Окей. Виктория, ты в эфирном пространстве. Что-то все темно так. Поднимаемся выше, включаем свет. Что-то он не включается. Я так... Очищаем пространство, поднимаемся в светлое пространство, все чужеродно отправляю на аннигиляцию, включаю свет. Мгм. Вижу, что ты как будто бы вышел, знаешь, как такая темная, как орбита, как Земля, и вышел на Мгм, орбиту. Весь космос такой черный. Только светится вот... ты как идешь, мгм, то вот так свет, как будто бы ты фонарик такой, как светишься. И вот так вокруг тебя вот так чуть-чуть освещается. Там, там. И вижу это ионосфера так светится. мгм, И вижу, что
А, вот как Земля, то ты вот там идешь, там, где как будто бы Луна внизу где-то светит. Вот там она Мгм. есть. А здесь такая тень. А, что это? Или это Солнце? А считывает? Нет, это Луна. Мгм. А Так. Солнце? А Мгм. Солнца нету. Жутковатенько. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Отсоединись от всех и всего. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, и ты найдешь в эфирном пространстве мое эфирное тело. Евгений. 1, 2, 3. Я пришла к тебе в комнату. А ты вот смотришь на меня в экран и говоришь: "Да я вот же, вот здесь". Мгм. Ясно. Так. Я говорю: "А где же твое эфирное тело?" Но оно тоже здесь. А вот я смотрю, уже вижу, а, Мгм. энергосферу, Шар. Мгм. шар. Но там, в секторе интерферентов, все таки этот, человек ходит там, как Мгм. какая-то твоя ментальная сущность, да, Мгм. на темной стороне Земли ходит там. Так, ладно, Виктория. Считай Мгм. моя эфирная ДНК, я ли это? Ага, чё-то ты бороду снял. Ты ее снял, Мгм. и вижу тебя без бороды, и бороду вот сюда положил. А, Так. и от этой бороды такая черная борода. От этой бороды подключка, в сектор магии. А я слышу Сережа. Мгм. А кто это Сережа? Ну, Это тот. вот этот Сережа. М, Интересно. Так, Виктория, считай моя эфирная ДНК, я ли это? Да, это ты. Мгм. Спроси у меня разрешение потрудиться со мной для меня. Ты даешь. Мгм. Хорошо. Так, вот этому Сереже приказываю проявиться в соответствии его физическим ДНК и отвечать ему, Или что он делает. эфирного. Сережа, ну, физическое, да, было. Хорошо. Кто он на эфирном плане? Приказываю ему проявиться согласно его эфирной ДНК и отвечать, кто он такой. Ам, говорит так: варяг, и у него такие рога растут. Я смеюсь и показываю, что это не шлем, а это у него с головы растут рога. И он Мгм. хватит, а из жопы растет хвост, и у него копыта. И он такой М. какой-то разлезлый, вот такой черный весь. Он как черт, и рыло у него вместо морды. Мгм. Так, приказываем отвечать, что он делает в моем пространстве. И такие энергии жуткие, черные, вот такие лапы, корявые такие, с такими Мгм. когтями черными. Вот так поцарапал. Так, приказываем убирать его воздействие, приказываем отвечать, что он делает в моем пространстве. Это приказ. Он говорит: "Насилую". Мгм. И говорит: "Убиваю душу". И это связано с тем, образом, который я увидела. Я вижу, как, вот эта луна светит, светит вот
Ну, если взять вот нашу планету, как мы привыкли на нее смотреть, да, вот там, Мгм. где вот Россия сейчас, там это все в тени, а Луна вот так как будто бы светит, ну, так как на Америку, как будто бы, Мгм. и там светло. Но мне кажется, что это Луна. Я еще туда не ходила, но такой какой-то белый свет. Вот. Мгм. А здесь это все в тени. Да, я слышу, лунное затмение. Вот почему солнца нет. Так, понятно, как это все со мной связано. Луна закрыла солнце. Вот оно что. Ну да, лунное затмение. Мгм. Что это за Я такая вот. вижу, Мгм. что вот эта ситуация, ты проявил агрессию по отношению к тому мальчику, ты его толкнул, как в грудь. Мгм. А толкнул ты его, потому что я вижу эти какие-то вещи, какие-то крики, какой-то подзатыльник, какая-то фигня от этого Сережи. Мгм. А мама вот так сидит, смотрит и так, и глаза так, тын, как вот считывается в пустую тарелку. Такие черные вот под Мгм. ключик, прямо вот так, как эти. То есть близорукость такая. Я считываю художественная близорукость. То есть потеряла свой потенциал творчества. М. М. Так, что это была ситуация с этим мальчиком, когда я его толкнул? Что происходило на эфирном плане? Мгм. Я вижу, что после того, когда ты его толкнул, это было в секторе магии находится Сережа. Это он как бы подселил в тебя эту агрессию. И в этот момент такой какой-то считывается уж, ухватил своим хвостом за правую ногу, вот так обвился и потащил вниз. Так, что это за уж приказывает этому ужу проявить согласно его эфирным ДНК? Появляется этот дьявол или кто это, черт этот с хвостом, с рогами. Мгм. Вот. Так, понятно. Приказывает ему, кто и такой, ему отвечать, кто он. Приказываю ему назваться с рогами этому. Говорит демон власти. Мгм. Вот этот Бафомет. Мгм. Понятно. Так, значит, вот эта ситуация началась с событий, когда этот Сережа подселил ко мне вот эту энергию агрессии. Что это было за событие? Давай посмотрим. Я не знаю, то ли это на физике, то ли это на это. Он как будто бы тебя взял вот так и Мгм. повесил на какой-то крючок за одежду. Так, на крючок. А Мгм. потом, когда ты там висишь, как будто бы на двери, да, Мгм. вероятно, в эфирном пространстве, Да. сексуальное действие. Мгм. Так, я захожу своим сознанием в тот момент, когда он принуждал меня к этим Подожди, действиям и. ты Ага, меня так. когда-нибудь будешь спрашивать, что ты видишь? Что ты видишь? А, Я вижу, как ты отменяешь это решение, то есть твое подсознание работает, мгм. а ты Да. как бы забегаешь наперед. А это уже магия называется, гипноз. Вижу, что ты вот отменяешь это решение э, ударять этого мальчика. Мальчика. Мгм. Да. Ты вот так ему все поправил, все, и эту энергию вот так
с ноги сбросил этого ужа и взял его как за голову. И там как стакан такой есть. И эта гадюка вот так яд спустила. И ты берешь этот Мгм. яд и даешь этому Сереже. И вижу та картина, где ты рассказывал, что с этой женщиной в машине, это ему возвращается. И я Мгм. вижу, что эта одежда, за которой он зацепил тебя, то есть эта дверь отламывается, эта дверь как портал. Ты выходишь оттуда, а эта дверь его проглатывает, этот портал. Портал. Мгм. Вот. Так. Вижу, как кто-то по столу стукнул кулаком, Мгм. что посуда начала так подпрыгнула. Это он. А мама Мгм. сидит и вот так глаза в эту тарелку. А я ей Мгм. передаю информацию, говорю, чтобы ты передала информацию о том, что происходит на самом деле. А он что, Передаю. дальше с ней живет, что ли? Нет, уже давно разошлись. А, И она так берет эту тарелку, смотрит туда-сюда, белая тарелка. Мгм. Так, передаю информацию. Алгоритм освобождения, показываю ситуацию, что происходит на самом деле. Призываю ее отменять эти решения, прогибаться под программы фашизма и под этого насильника. Так, что происходит, Виктория? Да, все происходит. А что он смотри, получается вот такая картина. Э, ну, это если вот так, как у тебя с правой стороны, вот так, как я вижу, да. С правой стороны вот мама посмотрела на эту тарелку туда-сюда, что она пустая со всех сторон, и с этой, тарелки, выходит программа, как, стеклянная, как будто бы это ты. И, вот этот пиндер, он становится вот такой, как эгрегор большой. Мгм. Он как мешок раздувается, такой красного цвета. А этот, Сережа в секторе, магии, э, так, надо разобраться, что произошло в этот, момент. Момент в эфирном плане с моим телом. Э, Мгм. Да. 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 Мгм. Давай посмотрим. Я вижу, что в этот момент ты, буквально окунулся, я слышу, в пространство лжи. То есть ты закрылся. Вот так, что я увидела, что ты там ходишь в этой тени. Мгм. То есть, так и слышу, потерял себя. Мгм. Так, Так, и закрылся. образовался такой эгрегор. Он потянулся через этого Сережу долбанутого, в сектор интерферентов, и там образовался такой, энергетическое пространство такого красного цвета, как мешок такой. А внутри находится, я слышу, сжатие, такой черный, как энергия такая сжалась вся. Мгм. Так, что В это за этот момент, энергия? да, Мгм. это я слышу позор, и это все, и ты вот так сильно зажмурил глаза, и так руками сильно-сильно закрыл, что вот своими руками, рука как будто бы прямо взяла твоя и разделила шестую и седьмую чакру отдельно. И седьмая чакра, она вот в секторе, принятия решений, стала как диск.
А я слышу, ну, как дисковод какой-то. То Мгм. есть, программа заблуждений и программа, которая вот это, м, Как она считывается, эта программа? ментальная слабость. Мгм. Ментальная слабость. Ну, подчинение воле, получается, вот этому Да, действию, подчинение. вот этой ситуации, вместо подчинения воле. Мгм. Так, а что это за решение, принятие решения? С Сектор принятия В решений? секторе принятия решений это выглядит вот так, а, как будто бы ты лег, молодой мальчик, лег, как на лед, как будто бы на реку, так тебя все это печет, холод такой, Мгм. и весь вот живот покраснел, все, а от этого места мужского вот вырастает этот портал. Ну, Мгм. вот это я вижу, это вот и есть, это порнография, это, ну, один и тот же дух, да. Мгм. Я слышу, решение положиться. Ну, как мужчина на женщину М. ложится, да? Вот. А у Мгм. тебя это получилось не на живую женщину, а на эту программу. То есть как секс с этим духом, скажем так. Мгм. Ледяное это, оно как заледенило тебя. Вот. Так, подписывали контракт, с кем-то. Да, Так, достаю этот контракт, показываю тебе, как считывается этот контракт. я слышу не видеть света. И вижу, как вот луна там светит, это как затмение, Мгм. а свет солнца, он соответствует вот первоисточнику. А между, а, скажем так, а ты ходишь как будто бы в этой тени. Мгм. А что это за тень такая, интересно? Оно, когда я на нее смотрю, я слышу заблуждение. То есть заблуждение и ходить вот так по Мгм. кругу, Блудить. Мгм. блудить, да, в этот портал. Так, контракт, не видит света. Кто, всем сторонам контракта я приказываю правительству согласно эфирных ДНК и встать по старшинству. Проявляется какая-то сущность, с такими клешнями, такими, как жук какой-то, с такими клешнями. И Мгм. этот, жук держит, он красного цвета, и держит этого сирожу за пиндер, вот так как бы ножницами, вот так его зажал. Вот. Так, приказываю этому мужику проявиться согласно его эфирным ДНК, истинно отвечать, кто он такой. А, считывается растление. Мгм. Это программа, эгрегор, да? Что это Да, да, такое? это как Мгм. дух, как программа. Мгм. Так, кто еще там, стороны контракта? Но у тебя там никого больше нет, потому что от этого Сережи оно идет, как бы и с тобой было связано, но там отрублено. Мгм. Там эта подключка Так. как Мгм. отрублена. И осталось это, как, знаешь, как невыброшенное полено. Мгм. А только через него вот это к этому эгрегору. А вот это мне пришло тоже. Я ночью с эгрегорами там воевала. То есть соединяться от всех эгрегоров нужно. М. Понял. Вот. Так, а вот этот, жук, вот этот сущность, кто его хозяину? Хозяину этого жука я приказываю проявиться согласно эфирной ДНК в его пространстве. Ну, появляется, так и звучит, Сатанаил, и прямо к его пиндеру это привязано. Ну, и это как с пиндера его все это Мгм. выходит.
Так, есть ли у него моя частичка душа, энергия у этого Сатанаила? Давай Я вижу, что вот этот мешок красный, да, Мгм. он вот так как маятник колышется у него как-то над головой. А ты там, сидишь, вот как замороженный. А он Мгм. так, смотрит. От его головы такой луч идет. И вот идет через тебя прямо вот где в секторе принятия решений положиться, да, решил положиться, вот, спиной вверх, ну, так вот лежишь. Мгм. И сам как замороженный, там тоже все от холода. Мороз там такой сильный, как лед. Мгм. Так, хорошо. Давай посмотрим, Виктория, контракт. Поднимись выше. Да. Давай посмотрим условия контракта, на что я согласился. Я слышу, ты говоришь: "Пусть маме будет хорошо". Мгм. То есть, вот эти подчинения материнским, ну, это, обычно это треугольник Мгм. Карпера. То есть жертва, палач, и, примиритель. То есть, в какой-то момент ты как бы решил, чтобы, ну, пусть маме будет хорошо, примирить их, жертвуя собой. Мгм. Так, на что я еще согласился? Так, что-то поменять? А, поменять, свет вот будущего, первоисточника, солнца, Мгм. истины на этот ложный свет. И сразу же проявилось в секторе, магии такие геометрические фигуры. Они так висят как-то. Мгм. Это вот Да, отображение эзотерика, этой кажется. матрицы. То есть Мгм. поменял свет этой луны, то есть этого ложного света, который фактически свет Сатанаила, отражает свет его мировоззрения ночного. А свет истины как бы закрыл. Мгм. Так. Мгм. Я отдал свою частичку души, что я взамен получил? Я слышу загробный мир. О, загробный и грёбаный — это одно и то же. Грести, загребать. Я слышу грёбаный, э, вот этот, где ты там, ходишь в этой тени. Мгм. Мир блуда. Мгм. Так, что-то еще, Виктория, в контракте, что нужно обличить? Что Ну, там оно все, было? что слышно, оно сразу слышно. Понял. Хорошо, Виктория. Я своим сознанием хочу, и этот контракт расторгая. Я захожу моим сознанием в тот момент, когда эта ситуация произошла, меняю ее, отказываясь жертвовать собой, желать, чтобы мама была лучшей, жертвуя собой, пусть она решает сама, а я, отказываясь жертвовать собой, отменяя эту ситуацию, приказывая этому Сергею забирать все его воздействия, Сатанаилу тоже приказывая забирать все его воздействия, расторгая, возвращая все назад, мою энергию назад, все чужеродное туда-обратно. Я вижу, что ты вот эта тарелка какая-то, вот тарелка магическая, вот это именно как вызывание духов, да, так и твоя мама, она фактически как вызывала вот это подчинение этому мужику, это как вызывание духов постоянно на физике, вот, чтобы он проявлял своих духов. А ты берешь эту М. тарелку, ей вот так по голове, и эта черная энергия с матери уходит, так, а ты ему кулаком в рожу. То есть тебе хотелось тогда ему заехать в рожу, и вот Мгм. надо было это сделать. И я вижу, что вместо того, чтобы мальчика там ударять, то надо было его ударить. Вот, то есть это не неправильно направленная, агрессия. Ты ему как Мгм. долбанул, вот прям кулаком. Мгм. Отдаю им всю карму,
И я вижу, как штаны ты закрываешь, заправляешь. Я вижу, расторгаешь этот контракт, Мгм. рвешь. И эта пластина черная уходит, и ты с этой земли, где ты шел в тени, поднимаешься вверх. А сейчас забирай свою энергию и разрушай этот эгрегор. Забираю все мое, согласно моей эфирной ДНК, все мое я призываю, возвращаю, очищаю. Эгрегор, антимир я отправляю на аннигиляцию. Мгм. И приказывай этому Сероже забирать все его воздействия, магию его, всю Ложь, агрессию, всю ложь. агрессию приказываю мы его же руками все и забрать, все его воздействия, ложь, обман, насилие. Я Отдаю вижу, ему как на карму. речке, да, он Мгм. На как речке. бы тебя там пугает, а ты вот так вот показал руки и его Мгм. побил, сжигай его в твоем пространстве полностью, на полную Полностью аннигиляцию. ожгу. Он никто и ничто. Я вижу, как эти когти такие от будущего твоего Мгм. вот так вот уходят. Полностью уничтожь эти все следы, эти когти, это все убирай. Очищаю полностью, на аннигиляцию всю информацию чищу, оставляя положительный опыт, все чужеродное, остальное отправляю на аннигиляцию. Я суверенная душа, я выбираю жизнь первоисточника, иконы гармонии, жизни первого Творца. А вот так произошло, ну, без звука, конечно. Мгм. Так, пум, и все это исчезло. Мгм. А ты вот так смотришь, и я вижу у тебя в глазах такие синие энергии, такие какие-то сине-фиолетовые, тянутся в сектор магии к этим таким каким-то фигуркам. А Мгм. там какой-то человек, он считывается как настраиватель. Что-то он там настраивает. Так, этому человеку приказываю проявить согласно его физической ДНК и отвечать, кто он такой. Он выглядит вот как этот, точно так же, как этот, черный рогатый, только такой же, только как Мгм. стеклянный, как, Так. какое-то измерение другое просто. Мгм. Приказываем отвечать, кто он такой. Он называет себя учителем и шефом. Шеф Так, подсознания. приказываем отвечать, что он делает в моем пространстве. Он показывает, как он, вокруг тебя создает такие геометрические фигуры, буквально вот так облепливает на уровне сердечной чакры. Такие сине-фиолетовые, какие-то геометрические штуковины. Они как, новогодняя это мы резали такие штучки, называли их, там цепочки, да, Ага. бумажные, они так в М. круговые. Вот это точно так же такие какие-то штуки, штуки, штуки Мгм. вокруг. И ноги такие, а на ногах такие лапти черные. И шапочка колдовская. Такая, как, пирамидка, и, колпачок такой, и так Мгм. согнут, и к нему идет, к его пиндеру, от седьмой чакры. А твоей, 2-й, 1 чакры вот так между ног черная, подключка к такому какому-то шару черному, с которого он и вырастает. Говорит, что он учитель магии. Мгм. Так, давай, Виктория, посмотрим, когда я впервые позволил этому учителю магии проникнуть в моем пространство. Где мое решение? Покажу, что это было за событие. Я тебе его покажу. Я вижу, когда ты маленький, лежишь, ну, где-то там в кроваточке лежишь, и ты смотришь, у тебя уже есть в 3-м глазу этот, кристалл.
И ты на мир смотришь сквозь эту призму, сквозь этот кристалл. Мгм. Так. Он Что? выглядит как камень такой, знаешь, как драгоценный камень Мгм. сине-зелёный, ой, сине-фиолетовый. И он так внутри, и ты смотришь вот так своим сознанием через призму этого камня. Так, что это за камень, Виктория? Как он считывается? Что это такое? В секторе интерферентов вижу, как кто-то черный такой берет, как гвозди так в рот, а потом Мгм. молоток и стучит, прибивает к дереву. Мгм. Прибивает к дереву, и я вижу весь черный человек висит на этом, только где пальцы ног, оно так светится, а все почернело. И вот эта сущность с хвостом, это как Сережа этот, та же Мгм. сущность. Вот, и он так вот, смотрит, а ноги сияют. Так. Кто это человек, которого прибили? Да, считай, эфирная ДНК. Кто это такой? Или вот эта сияющая чья энергия сияющая? Чья Там это твое энергия? лицо в ногах. Мгм. Потому что, все остальное, оно черное, Мгм. исчезло, а в ногах только ноги. Так. Как это связано с этим кристаллом сине-фиолетовый? Так, оно как-то связано, считывается, как ходить дорогами мучений. И вижу, как, вот эти ноги, Мгм. босые ноги, в которые вбивают эти гвозди. Вот эта энергия как-то этому, человеку на распятии как-то переходит в третий глаз. Эти мучения, которые он как бы переосмысливает сразу всю свою жизнь, вот, приведшую к этому событию. И Мгм. я слышу опустошение. Вот это что, вот эту черная энергия, эти мучения, страдания, это произошел как такой коллапс энергетический и опустошение. Я слышу создание культа личности Христа. М. А вот этот кристалл, это вот как связано с выбором дороги. И я слышу это как энергия, ритуал самосожжения. Мгм. Так. Что что я решил, почему я получил вот это опустошение? Где мое Да не решение? почему, Что а я зачем? позволил? Зачем? Да, Зачем? зачем я это? м, Потому что когда почему, это мы идем назад, снова копаться. Почему? А когда зачем, Зачем? это Мгм. вперед. Цель какая? Для чего? Для чего я это, да, для чего Зачем зачем это? тебе это нужно Зачем мне было? это нужно было? Вот, правильно, да. Зачем мне это было нужно? Давай посмотрим. Ты вот так идешь и показываешь на ноги и говоришь, м, чтобы показать миру его безобразность. Мгм.
И ты говоришь, вот идет так, бросить мой интеллект себе под ноги. Мгм. И я вижу в секторе миссии такая картина идет, что как будто бы тебя держат такие черные эти демоны, не пускают сюда зайти. Они не хотели, чтобы ты воплощался. Мгм. Они тебя вот так держат, а ты вырываешься и все равно идешь. Да, хорошо. Подписывали с кем-то контракт. Во время сожжения души. Душа как-то сожглась. Мгм. И я вижу, как это, вот этот произошел, как портал открылся, как черная дыра образовалась, скажем так. Оно все сжалось и как засосало внутрь всю энергосистему, и осталось, вот когда они там это все прибивали, эти колючки, оно все так. А потом, когда ты умер, тогда оно как коллапс какой-то образовался, и как черная дыра, и оно так шух, и все исчезло куда-то. Остались только ноги. Мгм. Вот. А потом как-то все равно они не смогли уничтожить. Они хотели совсем тебя уничтожить, чтобы твоей души вообще никогда не было. Мгм. Понятно. Но вот эти ноги, они как-то, Ну да, там были частички души, я помню, что да. помогали других душ. Мгм. И я вижу, что от первоисточника как такая рука протянулась, такая добрая, спокойная. А, И, и Мгм. говорит, что в нем нет греха. То есть у тебя был, как, скажем, оно как билет в будущее. Мгм. То есть не ты выкупил, то есть, как бы Творец, высшее проявление твоей души тебя выкупили, потому что было применено к тебе насилие. М. А по законам справедливости, если насильник проявляет насилие, то он обязан как бы получить карму, а ты, значит, получается, можешь жить дальше. То есть они не смогут убить того, кто не заслужил смерть. Мгм. Да. Так, контракт во время сожжения. Виктория, давай посмотрим, какие условия, с кем я его Э, заключил. Я Приказываем вижу, что свои. когда произошел вот этот коллапс, Мгм. то там вот так пух, и образовался такой камешек красный. И Так. я слышу, что это зачаток эгрегор извращенной любви. Это М. как любовь, энергии твоей собственной души, любви, но только уже сатрап. Это кто такой? Сатрап– это вместе с энергиями сатрапа. То есть вместе с энергиями это этот вот негативный весь опыт. Я вижу, Мгм. что на этом твоем участии с этой энергией красной зародилась религия рабства. Оно просто вот так растет, такая как шаманка какая-то, цыганка, красная вся. И рот такой у нее, и она человеческие души жрет. Фальшивая религия, Мгм. религия мести, великая блудница, вавилонская блудница. Вот это из М. книги. а, м, Из Это я Библии. по-украински слышу из Библии объявление. То есть эта книга, ну, я уже слышу, это книга пророка.
Захария, по-моему. Да, Мгм. Захария. Я слышу пророков. М, Мгм. Какие-то имена Захарий, Наум. Ее положили как Новый Завет, но это из Старого Завета. Я слышу образование, это история образования эгрегора дьявольской религии. И вижу вот этот крест, это христианство так называемое, Мгм. которое основано именно на вот этих энергиях самосожжения души, саморазрушения, на этих... И родился вот этот эгрегор великой этой блудницы, то есть этой религии, основанной на фальшивой любви. М. Вот То оно есть что. твою энергию любви, искренней божественной искры любви, она как раз и поддерживает этот эгрегор, ну вот это, ну по-украински идут слова волочитися, волоцюга, да, то есть это ноги влачить, Мгм. петлять, заблуждаться, вот это все. Мгм. Так, хорошо. На что и согласился в этом контракте, Виктория. Кто с кем я его заключил, приказывая ему проявиться согласно его эфирным ДНК в его пространстве. Кто вторая сторона? Я вижу вот эти руки твои, как ты вот М. так показывал, какой ты массаж. Не зря я Всё. польский ну, вспомнила. Мгм. Массаж — это моцный, это міць, это сила. Мгм. Так. И ты вот так своей рукой такой, как будто бы ты Шварценеггер. Сияющая рука, а то черное пространство, вот, там такая тоже как будто бы есть рука, но она не настоящая, не объемная, а как плоская такая, как изображение просто. И там, где вот эти сухожилия, где это все, там просто как какие-то похожие на, как будто бы это рука робота была. Ага. Оно так и считывается, роботизированное сознание дьявола. Мгм. Так, кто вторая сторона контракта? Приказываем проявиться согласно его эфирным ДНК. В этот момент, подожди одну секундочку, там, Жду. где сектор будущего и сектор первоисточника, там вот эти, которые там тебя держали, не хотели пустить, чтобы ты шел, вот как они не хотели, чтобы ты первый раз пришел, и они сейчас не пускали, то они вот так отошли, ты вырос, а они так такие черные все и пятятся назад, такие сущности, а Мгм. ты идешь оттуда, от первоисточника, идешь сюда. Это вот это Так. пришествие, о котором говорят, которого ждут. Мгм. И ты вот пришел, и ты пришел прямо в ту ситуацию, когда вот эта красная штука образовалась. Это начало, да, я слышу эгрегор. Эгрегор власти над душой. И ты берешь М. эту красную, вот понимаешь, это как такой драгоценный камень. И когда ты его взял в свои, ну, в свою сияющую руку, то он сначала был такой сжатый, а сейчас он начинает распускаться, освобождается. Это красная энергия, и там внутри это черная, там, где гвоздь как раз зашел в ноги. Я Так. вижу, как ты отменяешь, и вот этот человек, который прибивал, он вот как этот дьявол точно выглядит, М. с рогами огромными. Вот. И ты сходишь с этого креста, и этот гвоздь этому вот дьяволу просто вот в третий глаз, где у него дыра была. Потому что этот гвоздь он у себя из этого вынул. Это его чакра была.
третий глаз. Мгм. И ты вот это ему отдаешь, эти сине-фиолетовые энергии, вот так раскручивается, и эта штука, то есть с этого портала ты выходишь, Мгм. так чух, и закрылся этот портал. И я вижу, как этот человек, который там стоит с этими, пытается что-то поджечь, а они тебя вот так как окутали вокруг, как гирлянды Ага. на елке. Этот. Вот. Мгм. А вот сюда держится, вот так через спину, вот так и пошло к этому человеку. А он так держит там гвоздик такой. Так, вот этому человеку приказываю убрать его руками все его воздействия, отказываясь от эзотерики, отказываясь от соприкасаться с антимиром, матрицей антимира, отказываясь. Приказываю ему забирать и отдаю ему карму за все насилие, воздействие, ложь и обман. Ты вот так этот красный камень, он такой, так хвать его вот так подхватил, потому что он как полетел, за ним начали как руки разные, Мгм. чтобы его перехватить. А ты его вот так раз и Так. этим, как будто бы я слышу, перезагружаешь и поворачиваешь это, как будто это ты вставил его как в какую-то вот в секторе первоисточника в ту сторону, и оно вот так поворачивается и даже цокает, как в сейфе ключ. Мгм. Так. И ты когда это сделал, то вот вынул и оттуда, и вот сюда. Так. Мгм. Что происходит? И там произошло такой шар, считывается как сияющий шар, познание добра, познание любви. И вижу, как раскручивается, как нити ДНК, только вот так раскручивается истинная вот эта любовь, да, энергии любви сияющие от этой красной насилия. Вот оно, откуда и привороты, и это все магические эти ритуалы христианские, чтобы подчинить, ну, есть же ж такие люди, что даже себя прибивали там, типа, ходят эти Да. крестные хода, это все такое магическое, чтобы душу человека завязать в этих программах самоуничтожения. Оно разворачивается, и все начинает с пространства светиться. Ну, а это в твоем пространстве, это было как логотип, я слышу. Логотип, что это такое? Ну, Ну вот это символ христианство как представления. символ, Мгм. да-да. Убирай эту Убирая все программу. символы, все чужеродные, убирая, отправляя на аннигиляцию. Да, я вижу, как ты вот этот маленький ребеночек, это все встаешь и эту призму из себя забираешь, и Мгм. просто светится, как живой ребеночек, взлетает, как ангел, и сразу растет таким большим. И появляется в руке такая, как кнут энергии. И ты начинаешь вот так это все, знаешь, такие волны идут какие-то, Мгм. белые волны. Ага. Ну, как это искалкой девочки Да, играет, например, да? Мгм. Так, так, такие волны идут, волны, что это? волны, волны. Сейчас я посмотрю. Мгм. Я слышу, Спасибо. что они рассекают. Сейчас я посмотрю, что Мгм. они рассекают. Я вижу, что они вот так проходят по этому темному пространству. И это темное начинает растворяться, а от светлых волн во все стороны вот эти фракталы идут.
Вот. И там зарождается жизнь, и снова вырастает, и снова фракталы. И растворяется вся вот эта тьма. Мгм. И в этот момент я вижу, как вот этот человек, который, ну вот этот Иисус типа, Мгм. которого распяли и куда-то вот пропало, да, оно все обратно возвратилось, то есть с этой точки, именно с той точки, как бы невозврата, да, оно Мгм. вернулось обратно, все тело. И я вижу, как этот Иисус вырастает, а крест становится маленький. Мгм. И у него Так. такая палочка, у этого креста, для ног. И еще одна Мгм. поперечная такая, которая показывает направление сектора магии и сектора подписания контрактов. Мгм. А над головой такая тоже есть такая, которая показывает блокирующие убеждения, программа жертвы. А вот эти буквы Иисус, там ЗНС, это означает принять, то есть последователям принять эту магию самоуничтожения, саморазрушения. Так, уничтожаю И, всю эту конструкцию. и оно само Мгм. уничтожается, ты растешь, оно отвергай это все. Отвергая культы энергии, касание с антимиром, эгрегоры, питать эгрегоры, подпитывать эгрегоры. Все мои решения касаться с антимиром я отменяю. Все чужеродное на аннигиляцию. Очищая эфир. Мгм. Что Я ты вижу, как видишь? эти темные сущности разные, они как будто несут, держат в руках такие, как полотенца, что ли, черное все. И они пятятся назад, все хвосты у них с одного растут, с одного портала, и они пятятся назад, как бы и как кланяются тебе и уходят. Мгм. Отправляю всех на полную аннигиляцию, эти все энергии, программы, возвращай себе твою божественную силу, гармонию. Все чужеродное на аннигиляцию отправляю. Все, что принадлежит мне, возвращаю мне, очищая, отсоединяя от антимира, от энергии смерти, гармонизирую, восстанавливаю суверенность, мою э, первоначальную структуру и гармонию с первоисточником. Вот с правой стороны вот эта блудница, она там портал возле правой ноги открыт, красный, и оттуда она как фитиль, как будто бы огонь, но замерзший такой, знаешь. Мгм. А во рту у нее как будто человека она пожирает. Так. Уничтожай этот эгрегор религии фальшивой, то есть этого эгрегора повиновения душ, повелевания. Уничтожаю Да. этот эгрегор с моего пространства, с пространства, которое подконтрольно мне, я уничтожаю эгрегоры. Вот этот эгрегор и эгрегор антимир. По конам первоисточника я это делаю. Я вижу, как вот эта штуковина красная, от нее идет такая дорожка, и идут такие черные фигуры с такими крестами в сектор магии. Идут и туда пропадают. Закрывай все порталы, весь этот черный магический эгрегор, это все уничтожай на полную аннигиляцию, и карму пусть принимает. Мгм. А он, вот этот Сатанаил, он очутился как будто бы в тюрьме. Ой, блин, смотри. Это ж я М. тебя всегда видела, что ты там сидишь как в тюрьме. Да, А было. сейчас он там сидит и держит руками вот так за эти перегородки, Запрутье. за Мгм. прутья, да. Так, хорошо. Чужеродные программы уничтожаю, карму отдаю, призывая
карму за насилие, всем магам, насильникам за ложь, обман, вторжение в наше святое пространство. Восстанавливаю иконы истины, иконы кармы, иконы жизни. Да будет есть так. Я вижу, как с тебя сходит как будто шкура. И вот этот вертеп, они в шкурах таких танцуют. Это как раз и есть вот эти святки рождественские, да, которые вот и показывают всю мистерию и весь ужас этой религии христианской. И вижу, как с тебя сходит вот эта шкура, ну не с тебя, но это программы вот эти, которые на образ Иисуса, типа он спаситель, чтобы все, короче, на него навешали все грехи всех людей, которые приняли самовольно убить себя. То есть приняли вместо того, чтобы быть хозяевами своего пространства и взять свою жизнь в свои руки, они приняли эти программы самоубийства, самоуничтожения, саморазрушения. И вот эти программы, ну, по психологии это эти программа подчинения, эти синдром, задабривать зло и так дальше. Так, хорошо, я Как шкура очищаюсь от этого этой медведя кармы. сходит, да, ну не медведя, а этого чудища, он как оборотень с рогами. Все уходит. Вижу, как эта лампа, она как лампа Аладдина, вот эта блудница вавилонская. Это и есть вот эта религия, которая как совместила в себе религию, политику, все вместе. И оно уходит вот в сектор магии, очищая все божественное пространство, а этого дьявола в портал на утилизацию. Или куда там его нужно? Да, пусть Закрыть его нужно, как там в первоисточник, да. тюрьме. Так, что я хочу сделать с ним, я это делаю. Очищаю пространство. Он опускается, как в такой в туннель, как в клетке, как на цепи на такой. Ага. А ты оборачиваешься вот так к свету Первотворца, и как свет вот так проворачиваешь, и эта тень уходит с земли, и ты так вот смотришь на землю, и я туда смотрю. И там, где была тень, там вот так все свет пошел. И земля начала вот так переворачиваться, вот так, крутится вся белая, то есть везде нет тени нигде, один свет везде. Отлично. И ты вот Очищаю взял, эфир. и вот это, там на этой луне, там такой как диск был, как будто металлический, такой как будто гравированный, как будто молотком кто-то его повыбивал местами. И ты этот диск взял и выбросил, в портал тоже. Так, а эта луна, она как вообще относится к нашему светлому пространству? Что это вообще за объект? Ну, это объект. Никак, смотри, сама Луна ничего плохого не делает. Делают все вот эти сущности, и делают плохое люди, которые подвергаются этому затмению. Потому что тот, Так, кто хочет найти свет, тот я понял. находит, а кто не хочет, тот выдумывает всякую всячину. Ладно, с Луной потом еще разберемся. Ну, Так, когда ты хорошо. снял, смотри, когда ты снял с Снял. нее Что, это, ну, что она светится произошло? вот точно так же, как свет. И она начинает отображать свет, я слышу, Первотворца и солнце, то есть теплый свет. Ага, хорошо, хорошо. Хорошо, Виктория, я очищаю эфир, все чужеродное с моего подконтрольного пространства, насколько я имею право, я очищаю, отправляю чужеродное на аннигиляцию и наполняю светом, любви, гармонии, жизни, теплоту и счастье. И я вижу, что ты так вот так пришел и сел.
Хорошо. Хорошо. Ну, добро, Виктория. Поднимаемся максимально вверх вдвоем. Да. Посмотри на меня, как я сейчас выгляжу. Ну, весь сияешь. Вот так Мгм. изнутри, вот такие идут, как фонтан, энергия так крутится, все выплескивается. Энергосфера правильной формы, огромных размеров. Ты как будто бы собой наполнил вообще все пространство. Куда я ни посмотрю, Мгм. вот Отлично. этот эфир считывается, Мгм. да. Остаемся в этом пространстве, Виктория. Спроси у Мгм. меня, все ли мы сделали для меня на этом сеансе. Да. Мгм. Благодарю. Хорошо. Мгм. Прощаемся с моим эфирным телом. Да, Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. да. Э, Проверяй твое личное пространство. Мгм. Наполняемся светом любви, жизни, гармонии. Да. Мгм. Хорошо. Я посчитаю, Виктория, от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Ну что, с Сердечно, пришествием, да, со вторым сердечно пришествием. благодарю тебя, себя Ух, благодарю. вот это да. Клево. Второе пришествие. Так вот оно что означает второе пришествие. Посмотри, второе пришествие это значит вернуться туда, откуда. Знаешь, как все преступники возвращаются на место своего преступления. Да, То оно есть не... Мгм. вернуться и все порешать. Ну, все как всегда. Знаешь, гениальность в простоте.